21 век показал, что глобальный экологический кризис продолжает углубляться. Человек – это часть живой природы. Он подчинен не только биологическим, но и общественным закономерностям. Живое имеет тенденцию к уничтожению, а человек – прямое отношение к смерти. И для него смерть становится предметом забот и размышлений, которые предполагают не только духовно-нравственные аспекты, но и то, что традиционное захоронение связано с многоплановыми проблемами развития городской территории, экологической деградации среды, проблемами исчерпаемости ресурсов земли, а также стоимости услуг на захоронение. Покойники всегда обходились местным властям слишком дорого. Хотя бы потому, что участок на кладбище известных размеров по сегодняшним меркам – это большая роскошь. На сегодняшний день кремация считается пока самым оптимальным способом ликвидации останков. Идея о создании крематория в городе Сочи базируется на максимальном понимании и правильном пользовании ресурсами нашей планеты. Медицинский аспект придали кремации прогрессивный смысл в наше время. На генеральном плане кремационный комплекс размещен с учетом расположения основных подходов с трассы, ориентации по сторонам света и сложившегося рельефа местности. Приоритетом при проектировании нового здания является условие гармоничной увязки объема здания с общим сложившимся ландшафтом, а также максимально возможное сохранение ландшафтных характеристик. Форма центра в плане продиктована конфигурацией выделенного участка. В части зонирования комплекс состоит из двух корпусов, автономно функционирующих. Это ритуальный корпус и технологический. Они связаны между собой колумбарной галереей. Огненное погребение стало знаком свободного от религиозных догм либерального отношения к науке. В традиционных похоронах имеется множество ритуалов. Огненное погребение в этом смысле исключает некоторые из них. Исходя из экологической концепции, предполагается внести новый ритуал, идеология которого культивирует продолжение жизни и бережное отношение к экологии. Участникам церемонии предлагается посадить растение, которое символизирует начало новой жизни. Отношение к смерти может рассматриваться как индикатор отношения к жизни. Страх смерти в современном обществе выступает основанием для манипулирования формами социального поведения, что позволяет переместить фокус исследования данного феномена из психологической сферы в социально-политическую. В России это приобрело рамки ноосферного, научно-мировоззренческого и образовательного движения. Ноосфера – новое эволюционное состояние биосферы, при котором разумная деятельность человека ставится решающим фактором ее развития. Ноосферизм как теоретическая система опирается на теорию глобальной гармонии и глобальной патологии мира, которая позволяет расширить смысловое содержание категории здоровья до понимания ее как нормы динамической социоприродной гармонии. Люди выражают собой весь потенциал человечности, весь потенциал гуманизма, который накоплен всей историей человечества и нашей культурой. Человечность в нас, которые должны решить эту гигантскую задачу 21 века, задачу ноосферной человеческой революции. Задачу решительного восхождения к вершине своей космопланетарной ответственности за сохранение и развитие жизни на Земле. Человек 21 века – это социалистический, ноосферный человек, который должен состояться. Быть или не быть? Таков вопрос.